Привет, Андрей. Привет. Грубо говоря, путешествую по миру, и куча хостингов спрашивает, как там дела в России. То есть одно дело, им нужны какие-то числа, даже ради любопытства. Интересны какие-то правила, и они на Россию смотрят, там, грубо говоря, медведи, водка, значит, как это традиционно. И балалайки. И балалайки, да. И хотел тебя первое, что спросить, какие-то порядки чисел доменов в России. Ты как номер один регистратор в России, мог бы сказать какие-то приблизительные числа. К тому же, как постоянный спикер в России, так тебе эти числа, как говорится, легко сказать. В России два национальных домена. Это домен .ru латинский и .rf кириллический IDN. В .ru на данный момент около 5 миллионов, чуть больше 5 миллионов доменов. В РФ, в IDN, крупнейший в мире IDN-домен, порядка 800 тысяч доменов. Если говорить про администраторов, то есть конечных владельцев, это около 2 миллионов человек, которые регистрируют домены в .ru и .rf. Если так сравнить, российский рынок, он до сих пор растет, грубо говоря, со странами Прибалтики она так более-менее остановилась, российский рынок еще довольно неплохо растет каждый год. Российский рынок неплохо рос каждый год до приблизительно прошлого года. Два фактора оказало существенное влияние на рынок. Первое — это экономическая ситуация глобальная, и это привело к замедлению рынка. Вторая история важная. В прошлом летом Координационный центр, то есть регулятор национальных зон, поднял стоимость регистрации на 70% до 150 рублей, это приблизительно $2. Себестоимость домена в реестре для регистратора. Это привело к тому, что зона .ru сократилась приблизительно на 400 тысяч доменов, и сброс произошел в первую очередь у доменеров, потому что там стоимость поддержания портфолио выросла. На розничных клиентах это никак не сказалось, РУ-центр цены не поднимал, Регру, вторая по размеру компания в России, подняла цену на символические 9 рублей. Если так сравнивать с Европой, то, в принципе, ценник в России, он довольно такой трезвый. В принципе, более того, хороший, это одна из самых дешевых, по-прежнему одна из самых дешевых зон в мире, $2 в реестре. Против 8 за ком. Такой немножко, может быть, глупый вопрос, он для нас очевидный, но для людей снаружи нет. Грубо говоря, русские, и, кстати, могу сказать, это просто вот на 100%, даже обслуживая их за границей, россияне или люди, говорящие на русском, саппорт всегда требуют только на русском. Это правда, это правда. В России около 4% людей имеют загранпаспорта всего лишь, то есть имеют возможность выехать. Соответственно, еще меньше выезжает, поэтому основной язык, конечно, русский, и это во многом конечно, определяет успех IDN-домена на кириллице. Потом в России есть правило, что, по сути, хостинг должен быть в России. Там есть, конечно, немножко по-другому, там и персональных данных, но, по сути, хостинг должен находиться в России. И хотел просто спросить, часто ли, например, происходят кейсы, когда блокируют сайт, потому что хостинг не в России? Скажем так, не про LinkedIn, а про маленьких, средний бизнес. В прошлом году был принят пакет законопроектов, направленных на хранение персональных данных граждан России на территории России. Подобные истории происходят в Европе с GDPR, то есть государство озабочено персональными данными. В первую очередь сейчас контролирующий орган внутри России, Роскомнадзор, он работает с крупными компаниями Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn на предмет хранения персональных данных в России. Закон обязывает все компании, которые собирают персональные данные, хранить их в России. По факту, по-прежнему, мне кажется, существенная часть рынка де юре не выполняет требования закона, однако в силу большого количества пока не добрались туда. Уже люди озабочены этим законом, то есть это не закон, который можно пренебречь, то есть они им озабочены, они пытаются что-то делать в этом направлении. Да, и на самом деле мы видим тренд перехода с зарубежных хостингов в Россию. И там, в смысле, это и shared хостинг, и VPS, и большие провайдеры? Да. Большие переходят в первую очередь из
закона о персональных данных, а мелкие переходят не только из-за персональных данных, но и из-за курсовой разницы между рублем и долларом. Зарубежный хостинг становится все дороже. То есть если условно в России в рублях цена не меняется, то цена в долларах в пересчете на рубли растет. Плюс она еще не прогнозируема, то есть если там в евро, может, сейчас она кусаема, то неизвестно, что будет завтра. Да. Дальше хотел тебя спросить про оплаты в России. Грубо говоря, Россия такая довольно уникальная страна, где на самом деле много оплат и даже много местных оплат. То есть, например, люди в основном за услуги платят там кэшем, WebMoney, банковским переводом, там Яндекс.Деньги. Какие основные, может быть? Если говорить про нашу отрасль, то есть продажу цифровых услуг, то надо смотреть в двух разрезах. Это физические лица и юридические лица компаний. Юрлица, конечно, чаще всего платят банковским переводом. Физлица в интернете последние годы подавляющее большинство платежей происходит с помощью пластиковых карт. То есть пластиковые карты — это не Visa Gold, это такие как бы легкие пластиковые карты? Любые. Любые. То есть агрегаторы позволяют платить им, там, не знаю, там Яндекс.Деньги, да, там, почти все площадки работают через агрегаторов, которые предоставляют целый пул возможных способов оплаты. А дальше уже сама площадка решает для себя, какие использовать, в зависимости от комиссии, которую удерживает та или иная площадка. Kiwi, WebMoney, у вас даже есть, я понял, кэш вы принимаете, да? Да, у нас есть клиентский офис физический, куда можно прийти, продлить домен. Выручка около 1 000 000 рублей в месяц мы получаем кэшом в офисе. Хотел спросить по поводу больших хостинг-провайдеров, там Hosting Europe, GoDaddy, то есть не обязательно их, но вот как бы так размеры хостингов, они приходят в Россию, как они здесь удачно, там OVH, там Amazon, Google, грубо говоря, они с хостингом, shared хостингом или там очень близко к shared хостингу приходят к вам, они здесь удачны или... Года 4 назад одним из самых больших рисков для нашей компании являлась возможность прихода сюда крупных зарубежных игроков. И мы смотрели в первую очередь на GoDaddy, они открыли региональный офис, но после этого в силу геополитических изменений, в силу появления законов, прихода государства в интернет, практически вся активность зарубежных компаний на российском рынке, она сводится к нулю. И для нас это, в общем, наверное, хорошо. И плюс еще немножко такая вещь про бумаги в России. То есть, грубо говоря, если GoDaddy там продал домен в Америке там и забыли, или еще там через Кипр, может, даже счет не выписали, там не знаю точности, то в России нужно акт приема передачи, да? Да, российское законодательство подразумевает приличное количество бумаг и контроля за деньгами. Просто так немножко попугать, грубо говоря, каждый счет обязан иметь какую-то договоренность и обязан иметь какой-то акт приема передачи, грубо говоря, который с физической подписью. Да, в целом, да. После любого заключения договора дальше есть акт приема передачи, счет, фактура и уплата налогов последующие. Хотел также спросить про внешние разные конструкторы, например, там Wix, Weebly. Насколько я знаю, они там несколько лет назад довольно активно рекламировались. Сейчас так они, я так понял, немножко поугасли в России. Да, Wix выкупил огромный кусок телевизионной рекламы, и многие, правда, узнали про то, что существует Wix, существуют конструкторы сайтов. В последние годы абсолютная тишина, по крайней мере, в медийном поле. А при этом в России есть какие-то отдельные игроки, которые в интернете рекламируются неплохо. Лендинг-пейдж, ну, то есть большей частью это создание одностраничных каких-то сайтов. И хотел немножко спросить вас про уникальность, например, ваш, как вот немножко такой рекламы у вас, то есть как бы технические, может быть, какие у вас есть инновации, там, грубо говоря, какие-то ноу-хау, например, конкретно вашей хостинговой компании. RuCenter занимает около 37% рынка по количеству доменов, и домены являются для нас, наверное, какой-то ключевой историей. Мы в апреле этого года полностью перезапустили наш сайт, и, помимо прочего, появилась рекомендательная система, я не побоюсь сказать, уникальная в мире, такой не существует. Мы видели схожий патент, описанный GoDaddy, но до реализации пока не дошла. Суть истории в том, что мы каждому клиенту на основе его портфолио существующих доменов у нас, на основе его поведения, интереса к тем или иным услугам рекомендуем домены, которые позволяют защитить его бренд, переформулировки, синонимы, или предложить интересные варианты в новых доменных зонах,
или предложить какие-то услуги, которые ему необходимы. На данный момент около 10% всех продаж приходится на рекомендательную систему. Еще хотел спросить немножко про скорость в России. Как бы если взять Америку, у Америки на самом деле очень большое расстояние, пока там, грубо говоря, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса пробегает пинг, оно, скажем так, громадно. В России территория не меньше, грубо говоря, но сравнить там пинг например, до Байкала, он там проходит чуть ли 12 миллисекунд, что-то такое. То есть хотел спросить, как это с хостингом как-то связано, или хостинг, в принципе, имея хостинг там у вас в Питере, по-моему, да, главный офис, или в Москве? Нет, в Москве Москва. А дата-центры? Дата-центр Москва, Питер и Новосибирск. И, грубо говоря, это середина России. Человек может выбрать, грубо говоря, где положить сайтик. Да. Конечно, в силу просто физики от Москвы до Владивостока будет все идти долго. Но тут надо отдать должное государству. Государственная компания Ростелеком последние 7 лет очень много инвестирует в построение инфраструктуры, канал передачи данных, ЦОДы. И это, конечно, существенно повышает доступность, во-первых, интернета на всей территории страны, во-вторых, качество. И если так еще взять вот глобально, грубо говоря, американский игрок приходит в Европу, он там берет сервера, как правило, это будет Нидерланды или Германия, то есть там как-то условия хорошие, цены хорошие, там связь хорошая, и ему как бы нужна вторая точка, то есть де-факто, если он хочет в России какие-то страны СНГ, понятно, Казахстан свои правила, Белоруссия свои правила, там Украина может быть свои правила, но он должен как бы иметь точку теперь и в России. То есть, как бы, ну, если раньше он там, например, до всяких этих законов там 5 лет назад он мог иметь точку только в Нидерландах, и в принципе там пинг до Москвы хороший, и там неважно, то сейчас он как бы должен уже иметь в Нидерландах и желательно там в Москве или в Питере, да, точку. Ну, надо разделять. Сервера в Москве или в Питере, если говорить про выполнение законодательства о хранении персональных данных, нужны, в общем, только для той части бизнеса, которая хранит эти персональные данные. Сами сервера, на которых находится сама бизнес-логика, они вполне могут оставаться там же. А скорости из Германии, в принципе, хватает, там 50 миллисекунд? Пинг из Москвы до Новосибирска, прямой канал есть между Москвой и... 10 или 12 миллисекунд, это вообще маленький, по-моему. Да, в общем, из Москвы доступность европейских площадок очень хорошая. И еще немножко, так как мы тоже чуть-чуть покупаем серверков в России, и когда-то я покупал другие сервисы в России. Я их говорю по GDPR, вы, ребята, удалите мой аккаунт, потому что я стер аккаунт и до сих пор получаю рассылку. И они на меня так наплевали. Я говорю, ребята, смотрите мою почту вообще, чтобы ее не было. Они говорят, да, мы стерли, через месяц мне приходит следующая рассылка. Я говорю, ребята, я имею право, как европеец, не знаю, чтобы данные обо мне вообще полностью стерли. Они опять что-то ответили, что они меня стерли, через месяц я получил следующую рассылку. Хотел вообще спросить, в России, как бы, ну, любая хостинговая компания, она как бы, ну, хочешь не хочешь, она продает немножко на Запад. Как бы на этот GDPR вообще смотрят как-то или так это? GDPR обсуждался безумно активно последний год. 25 мая вступил в силу в действие штрафы. Пока кейсов нет. Все крупные компании, авиаперевозчики, типа Аэрофлота, в котором большая доля иностранцев летает, крупные хостеры, то есть РУ-центр, Регру, все озаботились GDPR, и де-факто мы соответствуем всем требованиям, которые нам предъявляют. Но на самом деле весь рынок ждет появления каких-то первых кейсов, понять, насколько это серьезно. За что кусают? Какие KPI за что кусают? Да. Хотел тебя спросить немножко про рекламные акции. Грубо говоря, у вас там, если зайти в новости, у вас там, ну, даже не в новости, у вас как бы есть отдел маркетинга или маркетинга, и у вас, ну, там, движухи много, как бы большая компания, там куча всяких сегментиков. Хотел, может быть, тебя люди смотрят, например, с Бразилии, там, не знаю, с Японии, и ты точно так же можешь зайти, посмотреть, что в Японии сделали. Может быть, можешь сказать там какую-то одну-две рекламных акции, которые там больше всего запомнились, или которые дали самые большие KPI, может быть, самые прикольные. Может быть, там сделали вот это, и там бац, там, вот вчера слушал, белорусы там дирижабль запустили, грубо говоря, там получили такой большой фидбэк. Может быть, не в виде регистрации, но в виде там... Надо вспомнить, мне на ум приходит все время одна история, очень успешно, но... Вот даже мне запрещают ее повторять. У нас было в один день 2 рассылки по большим сегментам пользователей, и мы перепутали. Одна была про то, что необходимо
верифицировать e-mail, иначе домен может быть удален. А вторая была рекламная и предлагала услугу скрытия скрытия контактных данных в Whoeasy. И у этих рассылок перепутали темы. В итоге это был день лучших продаж скрытия персональных данных, потому что получилось письмо приблизительно следующее содержание. Если вы не купите эту услугу, ваш домен может быть удален. И это вот такой бизнес по-русски, но на самом деле нет. Очень хороший результат все время происходит после каких-то больших региональных конференций. Есть российский интернет-форум, происходит весной. Это всегда стабильно всплеск. А так, ценовое предложение, чем оно агрессивнее, тем лучше работает. В нашей истории, например, у нас больше всего помогает пугание. Пугание не в том смысле, что что-то будет плохое, а в том смысле, что выходит какой-то закон, и ты говоришь, что, ребят, вы этому закону просто не будете соответствовать. Грубо говоря, они как-то у них там какой-то, они ничего не понимают, про этот закон что-то слышали и поняли, что вы не соответствуете. И их сразу как-то это так немножко мотивирует. Да, при этом очень хорошая история была вот вокруг как раз закона о персональных данных. У нас есть CMS-хостинг, и там большое количество сайтов, на которых есть форма сбора обратной связи. Надо ввести email, телефон и фамилию, имя. Это попадает под закон про персональные данные. И в этом месте пользователь должен явным образом поставить галочку о том, что он согласен, и какой-то ряд документов еще прочитать. Правила хранения персональных данных и прочее. Мы для наших клиентов предложили готовый набор, ну, вот этот шаблонный набор правил и очень простую техническую возможность эту галочку завести. И это на продажу не повлияло, но были отзывы. Спасибо большое, что вы совсем разобрались и сделали все за нас, мы счастливы. Можем дальше заниматься своим бизнесом, а не вот странными вещами. Еще, кстати, заметил, у вас есть там всякие каталоги типа 2GIS и всякое остальное. Они почему-то до сих пор не прячут электронные почты. Я, конечно, не знаю, то есть до сих пор можно зайти там, написать робота и скачать в интернете, ну, с любого, там, не с любого каталога, со многих каталогов. По-моему, даже с Авито, то есть они, ну, то есть ты можешь связаться. Авито прячет может быть, телефон. сейчас уже, да. Да, но мы как бы, честно хочу сказать, официально там скачали все 40 каталогов. И мы их сегментировали по России самая большая база у нас. Класс. То есть, и как бы, конечно, там вопрос, что мы с ней можем делать. То есть, например, лично я могу написать письмо, то есть я лично могу написать: привет, Оля, я нашел твою почту, вот, и вот ты можешь нашим импортом воспользоваться и всякое такое. Но теоретически робот то же самое может сделать, а где грань? И то есть, как бы, по GDPR или там по любому там персональных данных, как бы я делаю рекламу, да, ну как бы вручную как бы могу сделать, почему робот не может сделать? То есть очень философский вопрос. Но вообще все озабочены сейчас, даже не в силу законодательных всяких инициатив, а просто в силу того, что цифровых следов мы оставляем такое количество за собой, что цифровая гигиена уже становится просто необходимостью. Тебе огромное спасибо за интервью, а также отдельное большое спасибо RootCenter. В 2013 году или 2012 году первый в России всех хостингов поздравил с Днем клиента. То есть вы как бы были родоначальником. Для сравнения, в этом году там, ну, всякие Билайн, Сбербанк и куча других банков и организаций поздравляли с Днем клиента, то есть мы этот праздником, инициатором являлись. А вы именно первый, кто поздравил, то есть вы нашли этот праздник как-то в интернете, то есть ваша маркетинговая служба была самая активная, и только благодаря вам мы показали, в смысле, даже, то есть в разных странах празднуют, там Белоруссия, Украина, Литва, а в России, ну, вы были первые большие, и мы подали в календру, и, смотрите, даже НИКРУ празднует. И то есть вы, как бы, спасибо вам за это, то есть вы таким, как бы, являетесь тоже таким родоначальником этого праздника в России. Класс. Спасибо. Спасибо.